Сегодня я покажу вам, как использовать нейросети для того, чтобы начать бизнес по продаже одежды с минимальными вложениями или вообще без них. Расскажу, как находить дизайны, которые хорошо продаются и имеют низкую конкуренцию, а также как использовать Midjourney для генерации этих дизайнов и с помощью каких нейросетей можно их улучшить. Досматривай видео до конца, именно там я расскажу, как увеличить твои продажи и получить максимальную отдачу. И буквально вкратце расскажу суть данного бизнеса. Мы выступаем дизайнерами, которые будут рисовать различные принты на футболках, кружках, подушках и на всем, что угодно. Загружая эти принты на площадке, мы будем получать прибыль от каждой продажи товара с нашим дизайном. Идеальная модель, в которой мы не тратимся на производство и привлечение трафика. Всем этим нас обеспечат площадки. И для начала нам надо найти дизайны, которые потенциально будут продаваться. Решения мы должны принимать исключительно основываясь на цифрах, а не на том, что приятно глазу. Иначе мы рискуем просто потерять время, а как мы знаем, это самый ценный ресурс на планете. И делать это можно несколькими способами, но я нашел один из неплохих сервисов, который позволяет проводить аналитику продаж и конкуренции по конкретным продуктам. Можете использовать этот или любой похожий сервис. Но для того, чтобы пользоваться этим сервисом, мне пришлось запустить бесплатный пробный период. Кстати, многие сталкиваются с проблемами оплат на зарубежных сайтах, но помимо того, что вы можете использовать сервисы по аренде банковских карт, для многих оплат подойдет виртуальная карта Kiwi. Выпускается она бесплатно для верифнутого на максимум кошелька, поэтому пользуйтесь. После запуска пробной версии мы получаем доступ к платформе и видим огромное количество инструментов. И чтобы во всем этом не потеряться, сейчас расскажу, куда кликать. Для начала выберем инструмент Movers and Shakers. Он покажет нам продукты, у которых рейтинг BSR, он же Best Seller Ranks, снижается, и если рейтинг у бестселлеров низкий, это означает, что это хорошо продается. И в первую очередь мы видим продукты, BSR которых упал больше всего. Это означает, что дизайн может быть текущим трендом или вот-вот станет вирусным. Главное, не выбирайте дизайны от компаний-производителей с торговой маркой, таких как Disney, например. Ну и следующий инструмент, который мы можем использовать для поиска наших товаров, это Trend Tracker. Этот инструмент покажет вам, какие дизайны популярны прямо сейчас. К примеру, рассмотрим первый дизайн. Он имеет хороший коэффициент по продажам и поэтому может быть взят за основу наших дизайнов. И помимо этого у нас еще почти 700 примеров, которые мы можем прочекать. В целом для старта и первой продажи достаточно этих двух инструментов. Однако советую, как обычно, не ограничиваться этим и использовать что-то еще. Я же пойду по самому простому пути. После того, как выбрали дизайн, который подходит, мы можем перейти ко второму шагу, к подробному анализу, чтобы принять финальное решение, будем ли мы делать подобный дизайн на основании цифр. И для примера я взял данный дизайн, взял игровую сферу, чтобы совсем наглядно показать вам, как это работает. Первым делом мы, конечно, проверяем выбранный дизайн на наличие торговой марки. Тут явно все чисто, поэтому для примера возьмем вот этот дизайн. Тут у нас есть логотип Nintendo, добавляем это ключевое слово, делаем проверку и видим крестик. Значит, этот дизайн мы использовать не можем, а как раз изначально выбранный вариант нам идеально подходит. Следующим же шагом нам надо посмотреть на своих конкурентов. Сделать это мы можем с помощью инструмента Competition Checker. Вбиваем наше ключевое слово и жмем поиск. По завершению поиска мы видим, сколько продуктов имеют одинаковый дизайн и сколько из них имеют BSR. Плюс сервис дает общую оценку. В моем случае оценка A. Классическая система оценок США. Лучшая оценка это A, далее идет B, C и так далее. Поэтому если вы получили оценку F, то забудьте про этот дизайн и продолжайте поиски. В целом я с первого раза нашел товар с хорошей оценкой, поэтому могу быть уверен, что это не так сложно. Если же вы прокрутите страницу вниз, то увидите бестселлеров по этому ключевому запросу. Тут же мы видим похожие дизайны и предполагаемое число продаж. Тут советую опираться на число от 9. Этого вполне достаточно, но конечно же чем больше, тем лучше. И по итогу можем принять решение, что данный дизайн нам подходит для старта. Но помните, что ваша цель не просто брать и копировать то, что сделали другие люди, мы используем эту стратегию исключительно для получения идей и сбора информации. Далее вам надо повторить эти шаги еще для нескольких десятков дизайнов. Кстати, вы можете находить дизайны банально с первых страниц разных площадок и потом уже анализировать их через сервисы. Ну и как только вы достаточно начерпали идей, мы можем перейти к самой веселой и креативной части и создать наш первый собственный дизайн, используя нейросеть Midjourney. Для тех, кто не знает, Midjourney — это нейросеть, которая позволяет генерировать изображения на основании текстового описания или ключевых слов. Но перед тем, как начать делать свой собственный дизайн Midjourney, нам надо определить элементы дизайна. Это поможет нам выбрать правильные ключевые слова для генерации. В моем же примере есть всего один элемент, но также вы можете встретить дизайны с 2 или 3 элементами. В таком случае мы будем генерировать каждый элемент отдельно. Теперь перейдем непосредственно в Midjourney. Нейросеть имеет ограничение в 25 изображений. Конечно же, вы можете приобрести подписку и
генерировать изображение безлимитно, но исключительно для ознакомления я разместил в своей телеге способ использовать Midjourney бесплатно и без каких-либо лимитов. Ну и конечно же ссылка на мой телеграм-канал находится в описании под этим видео. А для использования Midjourney мы вводим команду Imagine и далее пишем наши ключевые слова. Я решил сгенерировать сразу много картинок, сделав немного разные запросы, чтобы выбрать наиболее привлекательную и поэкспериментировать. На самом деле, по итогу, картинки, которые выдал нам Midjourney, совсем не похожи на изначальный дизайн, но полностью соответствуют тематике и выглядят даже намного лучше, на мой взгляд. Беру наиболее понравившуюся и иду в сервис Canva Pro, где встроенная нейросеть нам очистит картинку от фона. Функция эта платная, но подписчики моего ТГ знают, как получить доступ к Canva Pro бесплатно, а тебе продублирую. Ссылка на доступ также в закрепе моего ТГ, только никому не говори. Удаляем фон волшебной кнопкой, после чего жмем поделиться, затем скачать и ставим галочку прозрачный фон. В целом можете вырезать фон и другими инструментами, хоть руками в фотошопе сидите вырезайте, а у нас тут век нейросетей пошел. После того как вырезали фон, сталкиваемся еще с одной проблемой Midjourney, это невысокое качество изображений. Поэтому следующий шаг для нас это увеличить разрешение изображения, при этом не потеряв его качество. И тут нас снова спасает нейросеть, которая называется Image Upscaler. Данный сервис позволяет увеличивать разрешение вашей пикчи в 8 раз без потери качества. Загружаем наше изображение и видим выбор из 3 возможных вариантов увеличения разрешения. Я выберу второй вариант, увеличение в 4 раза. Этого будет вполне достаточно. Далее скачиваем это изображение и можем снова вернуться в канву и добавить какой-то текст. А можем не добавлять и уже так использовать эту картинку для конечного дизайна. Ну и теперь, когда вы полностью научились самостоятельно делать дизайн для товаров, мы можем перейти к последнему этапу. Это как и кому это продавать. Внимание, продается X5 93 года. Карбюратор, инжектор, инспектор, проректор, икпорт, Bluetooth, туз, козырь, валет, дама, румба, сальса, танго, манго, мисс Бахар, сеть магазинов Сабина, Сисли. Как я уже и говорил в начале ролика, мы будем использовать технологию Print on Demand, где все расходы по печати и доставке продуктов на себя возьмет та или иная компания. Естественно, мы будем получать лишь процент с продажи товаров с нашим дизайном, но это отличный вариант для старта. Данная модель бизнеса используется на многих зарубежных сайтах, например, Merch Amazon, Redbubble, TeePublic, Teespring и так далее. Также данную модель поддерживает и старый добрый сайт Все Майки. У всех этих сайтов один и тот же процесс. Вы загружаете дизайн, выбираете тип продукта, добавляете информацию и ключевые слова и публикуете его. И вы можете полностью полагаться на органический трафик, который генерируют эти платформы. По итогу все в плюсе. Платформа зарабатывает на изготовлении, вы зарабатываете на дизайне, а пользователь получает огромный ассортимент товаров и выбора. Вин-вин стратегия. Также не лишним будет продвижение ваших продуктов и на других площадках. Из бесплатных способов привлечения трафика я могу посоветовать размещение на Pinterest, TikTok, YouTube Shorts и так далее. Ну и как обещал, еще несколько советов по масштабированию данного бизнеса. И первый совет это использовать один и тот же дизайн на разные продукты. Не обязательно делать исключительно футболки, делайте кружки, шапки, подушки, чехлы для телефонов, да что угодно. Вы так сильно увеличиваете шансы на продажу. Совет второй. Вы можете делать несколько дизайнов из одного. Один из примеров это как раз дизайн с текстом или без него. Также вы можете менять сам текст, закладывая разный смысл, тем самым цепляя разную целевую аудиторию. Ну и третий совет это, конечно же, не ограничиваться одной площадкой. Размещайте их везде, тем самым вы увеличиваете конверсию в продажу. Помимо этого вы поймете, какой сайт работает лучше и сможете дать больше усилий в этом направлении. Ну и, конечно же, быстро покажу вам процесс размещения вашего дизайна. Давайте возьмем площадку Все Майки для примера. Нажимаем создать дизайн и первым делом добавляем нашу картинку на футболку и размещаем ее по центру или как задумано в вашей голове. Далее выбираем товары для нанесения. Советую выбирать все подходящие товары, так как продажа может случиться в любой категории. И как я уже говорил, вы так только увеличите ваши шансы на успех. Потом мы выбираем цвета для нанесения нашего принта. Тут уже вы можете посмотреть, как он будет смотреться и выбрать наиболее подходящие или оставить все. Последним же шагом мы добавляем категорию, название и теги к нашему дизайну, чтобы его было проще найти. После чего отправляем наш дизайн на модерацию. Ну вот и все, ваша первая карточка товара создана, начало положено, а значит дальше можно как снежный ком наращивать объем своих дизайнов в личном кабинете по уже проработанному плану. А тут как в любом деле, если не сдаетесь после первых неудач, а делаете выводы, то успех не заставит себя ждать. Что касается остальных площадках, система там либо очень похожа, либо полностью идентична. Верю, что вы без труда разберетесь с регистрацией и публикацией на этих сайтах. Но если возникнут какие-то
вопросы, то обязательно пишите их внизу в комментариях, а я постараюсь всем ответить. Ну и в завершении этого ролика хотелось бы попросить вас подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий внизу, если инфа была полезной. Также, если под роликом будет много обратной связи, то я плотно займусь этим направлением и поделюсь своими результатами, сколько можно заработать на это. А я на этом с вами прощаюсь, желаю всем профита и до встречи в следующем видео.